Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, первый в этом году. Увидите вы его 1 января, поэтому я, конечно же, хочу всех поздравить с Новым годом. Ну и далее по тексту. Не люблю я все эти формальности, но тем не менее я поздравляю вас от всей души. И вот. В этом влоге я хочу показать вам для начала свои покупки. Это видео я вообще, конечно, снимаю в декабре, в начале декабря. Вот. И как раз-таки в Читай-городе проходила акция, когда нужно было растрясти телефон. В общем, несколько дней подряд была эта акция. В общей сложности можно было натрясти 350 бонусов, плюс адвент-календарь мы открываем. И в первом окошке мне еще 20 бонусов выпало, плюс еще было за какую-то, по-моему, 5 бонусов за книжный тот самый дозор. Ну и любимый у меня тоже по моей просьбе активно тряс телефон. У меня в итоге было 700 бонусов, 775. Потом мне еще за прошлую покупку 42 бонуса начислили. В общем, я вам сейчас покажу покупки, за которые я заплатила деньгами всего лишь 319 рублей. Ну а на деле это, конечно, была гораздо большая сумма. Вот. Фонарики я не зажигаю, потому что, если честно, я безумно люблю всю эту атрибутику, все эти фонарики, гирлянды, но при этом я довольно редко их зажигаю, потому что я ловлю себя на мысли, что когда я раскрашиваю, я даже не смотрю, я даже вот фильмы иногда могу в общем, слушать фоном. И елку, вот вроде мне все это нравится, и она наряжена, а я ее никогда не зажигаю практически, потому что, ну а что, я ее и не замечу, в общем-то. Ну, как-то так. Ну и приступим. Первое, что я приобрела, это были раскраски, точнее, ну, по сути, одна раскраска по номерам. Как вы знаете, я давно уже охладела к раскраскам по номерам. Вот. Я давно не люблю раскрашивать маркерами, фломастерами. Мне все-таки больше всего нравится, как я поняла, хотя начинала я, как и все, с гелевых ручек, фломастеров. Но время идет вперед. Я ни в коем разе не считаю, что ручки, фломастеры это плохо, это замечательно, потому что это наше хобби, и нужно раскрашивать так и теми материалами, которые нам нравятся. Но вот сейчас мне как-то на первом месте у меня идут карандаши, на втором акварель. Но тем не менее, одну новиночку я не смогла пропустить. Это вот такая раскраска из серии «Волшебные раскраски. Новый год». Как вы знаете, что к этой серии я очень тепло отношусь, потому что и энергетика, и вообще такая тематика у них всегда добрая, поэтому некоторые вообще мои любимчики, такие как «Космос», «Мир вокруг нас», вот, а стоила она там со скидками 239 рублей, как-то так. Но это неплохая, кстати говоря, цена. Но я, опять же, если кто смотрит видео постоянно, знает, что поскольку мне тематика нравится, то мне хочется раскрашивать по возможности красиво. И поэтому я для себя придумала уже давно, что из двух раскрасок я буду делать одну. То есть я снимаю вот эти вот скрепки и соединяю все это в одну. Таким образом, иллюстрации становятся односторонними, и можно раскрашивать чем угодно. Не только фломастерами, но в том числе и маркерами, вообще вот чем нравится. Ну и в этот раз я поступила точно так же. У меня, к слову, почти подошла к концу, к завершению раскраска «Мир вокруг нас», но
Я ее не стала уже как бы на тот момент переделывать, и не знаю, но может быть со временем я ее повторю тоже в двойном экземпляре, чтобы потом раскрашивать там, не знаю, маркерами. Но это будет только в том случае, если я пойму, что я хочу покупать маркеры заново. Вот. А так, большая часть раскрасок, конечно, у меня уже в двойном экземпляре. Но я думаю, что вот это прям будет моя любовь. И космос у меня я тоже в двойном экземпляре купила. Это прям тоже любовь. И, в общем, мир вокруг нас, космос и Новый год теперь. Ну, я не знаю, как бы, в принципе, я даже на такие раскраски снимаю обзоры. Ну, не знаю, будет в этот раз или нет. Да нет, наверное. А может и будет. Ну, тут всякие снеговички, елочки и тому подобное, тематика, снежинки. Вот. В этом видео я уже соединю все это в одно. Но это, конечно, было не все, потому что бонусов у меня много, как я уже сказала. Я взяла себе вот такие карандаши акварельные Vista Artista. Мне эта марка очень нравится. И, ну, единственное, что у меня есть вот похожие карандаши в похожем оформлении. Я брала их поштучно, тоже также пронумерованы. Также у них синий корпус. Не акварельные, обычные карандаши в Леонардо брала. Ну, они, знаете, как бы вот у меня такое впечатление, что, ну, нормальные карандаши, как бы, ничего особенного. У меня есть и лучше, причем те карандаши, которые лучше, это и более дешевые, и более дорогие. Вот, я как-то к ним так. Я взяла 3 карандаша, я ими регулярно пользуюсь, но в целом, как бы, брала для интереса, и, повторюсь, они не лучшие, но и не худшие. А вот что касается акварельных карандашей и вообще акварели даже в кюветках, я для себя решила, что Vista Artista это самое-самое лучшее. Вот для меня конкретно, поскольку подписчики на моем канале растут, поэтому поясню для тех, кто впервые на канале, да, предысторию, что изначально, ну, пару лет назад, я приобрела в Леонардо такие вот акварельные карандаши Extra Fine Vista Artista. Потом я взяла 12 цветов Kohinoor Mondeluz. И еще я взяла 6 цветов Сонет, там больше просто не было. Я задумывалась тогда над покупкой акварельных карандашей, хотя до этого у меня были Лира Осирис, 2 набора, вот, которые на тот момент мне нравились. Сейчас я понимаю, что они мне совершенно не нравятся, особенно те, которые уже потом в Китае стали выпускать. Хотя у меня есть и те, которые выпускали, где их там, в Германии, да, или где, не помню. Но, в общем, они действительно лучшего качества, но все равно. И Лира Рембрандт у меня были. Вот, но я вот присматривалась к таким карандашам. И в итоге из 3 вариантов я выбрала Монделузы. Мне, во-первых, показалось, что они прям очень-очень классные. Я тогда раскрасила на пробу мандалы, и мне показалось, они и яркие, и вообще все прям супер-пупер. К тому же у меня еще был, знаете, такой момент в выборе карандашей, что эти карандаши можно было взять поштучно. А для меня, я считаю, что это тоже очень такой важный момент. Ну, короче, я приняла решение и приобрела вот этот максимальный набор 72 цвета. И я понимала, что вот у меня будет лежать этот набор, какие-то цвета будут заканчиваться, ну, в основном вот такие основные. Я смогу покупать поштучно, дополнять. Это вообще огромный плюс, действительно, так как, опять же, кто уже давно раскрашивает, понимает, что какой бы набор большой не был, все равно есть любимые цвета, они будут заканчиваться. И, соответственно, если у вас карандаши, которые нельзя купить поштучно, ну, будут проблемы, да. Но в
какой-то момент я еще раз пыталась как-то подружиться вот с этими карандашами. И знаете, мое было первое впечатление, что вот эти мне нравятся карандаши Сонет тактильно, внешне, вот, а эти карандаши мне не нравятся внешне, но они вроде как по качеству получше. Но потом, летом, когда я периодически ходила в парк на ЦСКА гулять и брала с собой раскраски, я, чтобы не набирать много всего, я стала брать эти карандаши. И вот тут я поняла, что они мне очень нравятся. В итоге Сонет у меня все равно остались на последнем месте, потому что, да, мне нравится, как они выглядят как-то так по-советски. И, собственно, цвета у них такие грязноватые, советские. Ну, и это хорошо, у меня есть советские раскраски, распечатки на советской бумаге, поэтому это будет полное погружение, так что вот. Но покупать большее количество я, конечно, не собираюсь. И вот эти карандаши впоследствии я в них просто влюбилась, потому что, ну, как мы знаем, да, акварельные карандаши, их можно использовать полностью с размытием, без размытия и, скажем так, с частичным размытием, да, в такой смешанной технике. И вот, например, вот эти, у них весьма такое специфическое для акварельных карандашей нанесение. Они как выглядят, вот когда раскрашиваешь, понятно, что это акварельные карандаши. Та же тема и у лиры. А вот эти, их от обычных карандашей вообще не отличить. Они мягкие, классные. И нанесение, вот внешне даже и не скажешь, что это акварельные карандаши, что ценно, я считаю. Вот для меня, когда я на прогулку не хотела брать много всего, для меня это было идеально. При этом их можно размыть. Более того, вот эти карандаши, у них есть какой минус? Они иногда оставляют вот эти вот контуры, штрихи, то есть не до конца размываются. Второй у них минус, ну, понятное дело, вот такое вот нанесение. Третий минус — это то, что вот если вы их нанесли и решили размыть, но не сразу, при определенной влажности вы их можете на следующий день уже не размыть. Не говоря там о неделе, месяце. Да, если сухой воздух, то это еще как-то спасет, но и то вы сможете заметить, что цвет немножечко будет другой. Я вот не так давно с этим, кстати, столкнулась. Эти карандаши можно размыть в любой момент. И у них нету вот этого вот контура заметного. И мне нравится, что когда я, например, вот, ну, допустим, да, того же снеговичка хочу раскрасить, он типа белый, да, его нужно выделить. Ну, выделить чем? Голубым, там, не знаю, или желтым цветом, в зависимости какое, да, у нас освещение. Я вот наношу по самому контуру карандаш и начинаю размывать, то есть чтобы здесь был более яркий, да, например, голубой цвет, а сюда прям сходило все на нет. Так манделузами это очень сложно сделать. Вот этими карандашами просто идеально. Они вот размываются, ну, на 100%, ну, ура. И буквально пару недель назад я увидела вот этот набор тоже в Читай-городе, взяла, он мне достался за 37 рублей, что ли. Вот. Но здесь написано ботаника, ну, я уже рассказывала в каком-то влоге, долго не буду останавливаться. Они вот выглядят не так, как эти карандаши, да, вот у этих кончик такой золотой, вот. Эти обычные такие карандашики, но я рада, что их купила. По нанесению они, по размытию абсолютно такие же. Вот, и я обзавелась, по сути, в коллекцию несколькими даже редкими цветами. Ну и тут, когда у меня появились бонусы, я подумала, что надо взять вот такие. Ну, здесь уже написано Fine. Ну, как бы в Читай-городе особо выбора-то и не было. Я решила взять. Они уже выглядят по-другому. Вот такие карандаши. То есть эти уже пронумерованы. У них даже здесь написаны названия цветов.
И, кстати, я думаю, что вот раз здесь есть и штрих-код и так далее, по-моему, да, я даже видела в Леонардо, что можно их купить поштучно, мне так кажется, хотя я могу ошибаться. В общем, это тем более будет их плюс. Я уже проверила, как они в нанесении, как они в размытии. Абсолютно не отличаются от этих карандашей. То есть, вот, например, в дорогу с собой, если я не захочу, ну, поеду ненадолго, например, да, не как в этот раз там в Питер на месяц ехала. И, ну, например, я могу взять вот эту коробку карандашей, и все, и буду без проблем пользоваться ими, и как обычными, как акварельными. Я хочу сделать вот здесь вот выкраску, приклеить на акварельную бумагу, но это я сделаю чуть-чуть попозже. Да, я немножко так сегодня долго болтаю, объясню почему. Потому что я отсняла все хобби-влоги и где-то неделю, наверное, точно не снимала, кайфовала от этого. А теперь я хочу немножко поболтать, вот как-то мне так захотелось. Вот. Сейчас мы сделаем выкраску, но я еще покажу 3 покупочки небольшие, которые у меня были, и потом уже перейдем, потому что их тоже надо выкрашивать. У меня подходит уже к концу белая гуашь, я брала поштучные, в нескольких наборах она есть, но подходит к концу. Поэтому я взяла там, она что ли 31 рубль стоила, но мне в итоге в 9 рублей она обошлась. Гуашь Олки, это Санкт-Петербург. Вот. Ну, обычная белая гуашь. А здесь сколько миллилитров? 33 миллилитра белая. Вот взяла. Как закончится, будет чем пользоваться. Также заодно, поскольку, ну, чего не воспользоваться всякими акциями, у меня же еще были там вот эти Филворд я заполнила, у меня были скидки дополнительные. Я взяла гуашь перламутровую Олки. Я не знала, какой это будет цвет, что мне просто было интересно. Тем более именно перламутровую у меня нет. У меня есть, кстати, золотая, отдельно я покупала. Уже скажу, забегая вперед, я уже попробовала, она мне очень понравилась. Ну и тем более, как вы понимаете, новогодние праздники, все дела, буду пользоваться с огромным удовольствием. Зимой вообще. Так, ну и когда я вот покупала карандаши, это уже с аккаунта любимого. Нет, мне как раз я сделала 2 заказа, мне за предыдущий заказ еще 44 бонуса или 42 бонуса пришло. И, в общем, за 44 рубля я взяла на пробу вот такой вот акрил. Он мне обошелся ровно в 2 рубля. Представляете? И здесь 20 миллилитров, цвет слоновая кость, краска акриловая, художественно-оформительская, свеженькая, ноябрь 22 года. Так что мне она тоже понравилась, по крайней мере понравилась по цвету, и я немножко потестила, мне кажется, что хорошее нанесение, но полностью будет понятно уже, когда я какой-нибудь фон сделаю. Так, сейчас я это уберу в сторону. Достала свою совушку. Так, у меня гирлянда, как всегда. Эти елочки падают. Ну и ладно. Сейчас будем все это выкрашивать. Вот у меня как раз из этой серии только не акварельные есть. 3 штучки. Ну, вы могли видеть. Я ими периодически раскрашиваю всякие листочки. Так. Ну, давайте начнем. Значит, у нас тут какой цвет? Ультрамарин фиолетовый, 420 номер. Ну, тут еще заводская заточка, я ее не очень люблю. Сейчас размоем. Ну, я думаю, что многие любят такие длинные влоги, как правило, раскрашивают под болтовню. Я сама такое люблю, а 1 января тем более. Такой релакс. Вот видите, как она размывается? И как бы вот в ноль, просто в ноль размывается. Монделузы такое не всегда дают.
Нет, я не скажу, что мандалуза это плохо, но по факту мне вот больше вот это понравилось. То есть прям отлично. Следующее, что 710 английский красный. Тоже сейчас размоем, посмотрим. Вот тоже идеально просто размывается. А раз хорошо размывается, это значит, я не только смогу вот как я обычно показывала, по контуру наношу, я смогу фоны делать, потому что лишний раз мандалузами, понимаешь, что в какой-то момент удается, а где-то не удается. 316 красный хинокоридон. Я могу это на ускоренное поставить, но, честно говоря, не хочется. Пусть это будет такой болтательный влог, потому что чаще всего я стараюсь снимать видео минут по 20, там, по 25, вот так, иногда по 27. 524 номер, бирюзовый темный. Так что пусть таких вот супер длинных влогов у меня не так много, и пусть это будет подарком для тех людей, кто действительно эти длинные видосики любит. Вот. Слушайте, нет, я в полном восторге от этого размытия. Ну кайф просто ловлю. Это просто восторг. Так, и с обратной стороны, ну, мы посмотрим. И, в принципе, нормально. И, собственно, я говорила еще про Vista Artista. Так, 517 лак синий. Говорила про кюветки, акварель в кюветках, так она мне нравится больше, чем белые ночи. У меня есть и то, и другое, плюс еще и там и Ладога, и лицей, или как-то так. Вот лучше всего именно Vista Artista. И сейчас я буду стараться как бы покупать именно их, ну, когда потребуется. 310 краплак. Ой, какой красивый. Вот это прям, знаете, мне очень нравится этот цвет. У меня, кстати, вот который гамма, наборчик такой в кюветках. Вот этот цвет мне очень нравится. Там у них. Дальше 726 сиена натуральная темная. Поэтому я вот делаю выводы, что просто карандаши обычные от Vista Artista, они мне, не скажу, что не зашли, повторюсь, пользуюсь, но есть лучше даже среди более дешевых. Но все, что связано с акварелью, это не на первом месте. 618 оливковый. Идеально, идеально размываются. Далее 806 черный. Вот он прям такой, я скажу, что неплохо так насыщенный. Посмотрим, как размоется. Да и размывается хорошо. Белый 105, белила китайские. Ну, их я пробовать здесь не буду. В принципе, я посмотрела, если поверх карандаша наносить, да, выбеливает плохо, а блендерит очень даже неплохо. Ну, хотя, я не знаю, можно, конечно, попробовать, вот, например, черный. Можно попробовать нанести. Ну, вот он скорее блендерит, он не выбеливает. И если начать размывать, ну, я особо ничего такого не вижу. Поэтому скорее как блендер буду использовать. Дальше 514 бирюзовый.
Ну, красивый оттенок. Так, я вообще взяла себе подставку такую вот. Она у меня попортилась немножко, поэтому, но выбрасывать жалко, поэтому для кисточки. 621 кобальтовый зеленый темный. Очень красивый цвет. Я прям размываю полностью. Ну вот так он немножко теряется после размытия. Далее 518 голубой. И здесь просто две буквы F и C. Не знаю, что это значит. Без понятия. Но цвет красивый. Дальше. 221 кадмиевый желтый средний. Я как-то все ходила мимо этих карандашей. 717 Марс красно-коричневый, но поскольку, думаю, и так, но все-таки акварельными карандашами я не так часто пользуюсь, я подумала, что не буду покупать их пока. Но, думаю, если представится какая-нибудь возможность со скидками, то возьму, потому что так они были со скидками с моими 508 рублей, а вообще без скидки они по 700 бывают. 715 номер красный индийский. Кстати, я думаю, что у них же и в кюветках вот, наверное, названия и цвета совпадают. Так что если я что-то захочу в кюветках, то хоть буду понимать, что к чему. 429 фиолетовый светлый. Такой. Потом небесно-голубой 503. Ну-ка, как он так раз... Да, очень классно. Кадмиевый желтый светлый. Я что-то не поняла, я не туда положила или... А, нет, этот был 221 средний, этот светлый. Ну, давайте тогда и рядышком вон выкрасим. Да, он посветлее, действительно. А тут у нас есть стронциановый желтый 218. Ну, давайте вот здесь вот выкрасим. Так. Вот. Ну, он такой более светлый. То есть, в принципе, видите, желтый тут прям достаточно. Лиловый 413. Красивый цвет. По крайней мере, без размытия. Точно. Сейчас попробуем размыть. Ну, тоже классный. Так. Умбра темная 721. Ну, если кто не согласен со мной по поводу этих карандашей и по поводу там манделузов, ну, как бы это все не обижайтесь, не в ваш адрес сказано, потому что, повторюсь, мы все разные, и у каждого свои какие-то, да, запросы. Так, вот. Далее неаполитанский телесный светлый 215 номер.
Ну что, вот я даже не нажимаю. Вначале нажимала, потом не нажимаю. Такая разница. Тоже вот потрясающе. Прям то, что надо. Далее. Серый, темный, холодный, 818. Вот такой вот. Так, я немножко рукой закрыла. Ну, то, что здесь вот полосит, да, вот здесь-то не полосит, потому что я размывала как следует. Тут я уж, чтобы совсем время не затягивать. Кадмиевый красный средний, 314. Лак оранжевый, 224 номер. Так, далее. Краплак фиолетовый темный, 321. А светлый такой был. Тоже очень интересный. И, кстати, вот этот цвет, мне кажется, будет прикольно в такую смешанную технику. Частично размыть, частично оставить. Например, какими-то полосочками. 707 сиена жженая. Кадмиевый оранжевый, 223. Индийский желтый темный, 235. Здесь еще звездочки, наверное, светостойкость, потому что где-то 2, где-то 3. Вот здесь вот 3 звездочки. Сейчас посмотрим. Есть здесь расшифровка или нет? По-моему, нету. Ну да ладно, наверное, светостойкость. Ух ты, красивый цвет, мне он очень нравится. Так, еще осталось немножко. 631 изумрудно-зеленый темный. Ну вот и так красивый, хотя я такие обычно не часто использую. Вот, может быть, ну, кстати, не могу сказать, что как-то протекает. Вот, может быть, я вернусь снова к Керберазанусу, где нужно какие-то такие фоны делать. Потому что Монделуза, вот я уже рассказывала, что... Так, это у нас 728 красно-коричневый темный. Я рассказывала как-то, что вот даже в одной раскраске так бывает, что на одной страничке ничего не протекает, на другой страничке те же самые цвета начинают протекать. А при этом воды, как правило, я лью одинаковое количество. То есть я понимаю, что иллюстрации не односторонние, и, соответственно, я как-то дозирую воду. 315 кадмиевый, красный, темный. Могу сказать, что каких-то редких цветов я в этом наборе не обнаружила, то есть, ну, прям супер, которые мне нравятся, это вот эти, но они у меня, в принципе, везде есть. Вот. А так, в основном, стандартные цвета,
потому что вот, например, в этом у меня два редких цвета попались. Но при этом набор будет 100% в использовании и с громадным удовольствием. Так, а я ж не назвала, да, 622 майский зеленый. Потом 625 изумрудно-зеленый светлый. Надо, кстати, посмотреть, есть у них большее количество цветов, и если они действительно поштучно. Потому что если есть, то, в принципе, можно будет даже добрать какие-то цвета. 619 кобальтовый бирюзовый. Ну, кстати, насчет вот рубашки карандашей, то вот, например, сама рубашка, да, она более темная, чем этот самый цвет. Но, правда, опять же, грифель, вот все сходится. Так, ну и размоем. Ну, вообще восхитительно, просто восхитительно. Вот такая вот выкраска. Ну, понятное дело, если сравнивать карандаши акварельные и, например, саму акварель Vista Artista, то, конечно, выглядит та акварель поинтереснее. Вот у белых ночей есть вот эта гранулирующая сейчас, а у Vista Artista такой вот, ну, по крайней мере, эффект какой-то то ли зернистости, то ли чего, он есть всегда. Ну, а здесь она как бы так выглядит вроде как больше похоже, знаете, на детскую акварель. Вот, но, в общем, я довольна. Я, вы знаете, достала не акварельные карандаши из этой серии. Я немножко ошиблась. У акварельных-то корпус синий, а у этих такой вот коричневый. У меня здесь есть 711 умбра, потом 611 травяной зеленый и, сейчас скажу, 618 оливковый. Я посмотрела, из всего набора акварельного у меня совпало 618 оливковый, у того и у другого 3 звездочки стоит. Давайте посмотрим. Ну, мне просто интересно сравнить. Вот акварельный карандаш и не акварельный. Ну, вообще, ну и цвета у них абсолютно одинаковые. Структура тоже одинаковая. Мягкость точно так же одинаковая. Вот. Ну, поэтому я еще когда думала, покупать вот эти, не покупать, ну, в принципе, не акварельные я уже даже и не буду вот эти повторять. И я буду, наверное, если у меня что-то будет здесь заканчиваться, я буду вот приобретать. Ну, действительно, вот по мягкости, знаете как, они, так, ну вот они чуть-чуть жестче, чем фикс-прайсовские карандаши, я имею в виду обычные вот эти там премиум 36 цветов. Наверное, ну если немногим мягче этих самых из Ашана 50 цветов. Ну, понятное дело, что брутфунеры супер мягкие. Вот. Так что, да. Ну, как бы, то есть, если рассматривать обычные карандаши, лучше выбрать что-то другое. А вот если рассматривать акварельные, присмотритесь вот к любым акварельным Vista Artista. Так как совершенно точно по нанесению их можно использовать и так, и с размытием, и как вам хочется. И мне даже интересно, есть ли там больше. Вот об этом надо узнать. Есть ли больше цветов. Я, может быть, еще где-то словлю какую-то скидку и приобрету даже большее количество. Так, ну что, давайте с вами выкрасим еще тогда вот эти краски. Ну, значит, белую гуашь, я думаю, наверное, особо смысла нет. Хотя можно
попробовать. Вот она такая. Ну, цвет, кстати, то есть этот самый запах такой себе. Вообще, бывает гуашь поприятнее пахнет. Но запах не яркий, это туда надо нос сунуть. Ну, в принципе, ровненько наносится. Ничего такого. Нормально. Надо получше закрыть и убрать. Так, дальше гуашь перламутр. Это вот которые олки. Хотя это что же олки? Так выглядит. Так. Кисточка слишком мокрая. Не знаю, насколько она тут будет. Еще давайте нанесем. Вообще, но мне нравится прям такой перламутр. Нежнятинка такая вообще. Можно будет и фоны тут всякие делать. Я думаю, что ее можно, наверное, даже с обычной какой-то гуашью, с каким-то цветом понемножку смешивать. Вообще классно. Я довольна покупкой, так что буду прям пользоваться во всех этих зимних иллюстрациях. Ну и попробуем акрил, слоновая кость. Так вот выглядит. Ну, потому что у меня акрил только от марки Луч. Что там? Перламутровая, металлик и просто. Я марку Луч люблю, но как бы акрил у них такой себе. То есть вот акварель у них супер, цветные карандаши супер, клей ПВА отличный, блестки суперские. А так вот, акрил у них не очень, поэтому я тоже думаю иногда поштучно что-то докупать. Ну вот тут, знаете, решила вот этот купить. Я не знаю, может быть, на момент съемок, выхода этого видео у меня будет еще какой-то. А этот или какая-то другая марка, пока неизвестно. Посмотрим. Ну, просто вот в Читай-городе мне идеально покупать. Удобно. Не, ну Леонардо еще. Так, сейчас, давайте-ка я, так, чтобы я сама видела. Ну, мне пока сложно сказать. Вроде бы он ложится абсолютно точно лучше, чем акрил Луч. Но и цвет, конечно, хороший. И консистенция мне нравится. Но насколько все-таки фоны будут хорошие, пока сложновато сказать. Вот в каком-нибудь влоге постараюсь в ближайшее время, я его задействую. Ну и там уже будет видно, насколько он хорош или не хорош. Так что вот так. У меня еще, знаете, захотелось, взяла Vista Artista. Хочу посмотреть, как вот в кюветках, вот на такой бумаге, что-то я как-то... Так, здесь гуашь набралась. Надо промыть. Что-то я как-то неосмотрительно. Ну вот, безусловно, отличается, конечно же, карандаши, да, как бы нанесение акварельных карандашей, это сразу видно. От вот этих кюветок, это, конечно, совсем другая акварель. Ну и она, ну вот она мне сразу больше нравится, чем «Белые ночи». Ну вот гораздо. Она гораздо интереснее. Ну а на акварельной бумаге так вообще. Вот они, оттенки очень классные. Так что вот. Ну что, сейчас тогда, наверное, пришло время разобраться с раскраской. Так, я это пока убираю, но я потом воду вообще вылью. Ну, в принципе, вполне есть шансы, что будет неплохой акрил. Хотелось бы. Но, кстати, выбора особо там не было. Вот слоновая кость мне показалась наиболее интересным.
Еще какой-то был цвет, но его как-то быстро разобрали. Ну, ладно, ничего страшного. Прямо сейчас бежать за покупками не собираюсь, а когда буду покупать, думаю, что-то интересное да найдется. Так, в каком-нибудь видео покажу, как я здесь сделаю выкраску. Так, ну и что, волшебные раскраски, значит, взяла эту штуку. Надо будет сейчас аккуратненько все это вытащить. Уже 100 лет не вытаскивала. Так. Ну, как-то так. Сейчас, минутку. Ну вот, я вытащила. Серединка. Сразу вот так переверну. Наверное. Так, обложка. Дальше. Эту обложку я уберу. Можно будет какие-нибудь закладочки нарезать. И по очереди буду складывать. Одну с одной раскраски и точно такую же с другой. Ну а потом сошью нитками, потому что по-другому тут не получится. Будет слишком такая толстая раскраска. Вообще, в принципе, здесь, в отличие от других раскрасок в этой серии, детали мелкие. И в теории, наверное, можно даже фломастерами раскрашивать совершенно спокойно, и ничего не будет полосить. Я так думаю. Но лучше все-таки... Ну, я так даже подумала, что в теории, если бы я видела вблизи эту раскраску, то, наверное, может, я бы даже задумалась, что стоит ли делать из двух одну. Но, в принципе, знаете, лучше пусть будет свобода творчества, чем то самое. То есть раскрашивать уже сейчас можно, сошью я потом, потому что сейчас, честно говоря, мне не очень хочется этим заниматься. Но у меня таким же макаром еще пара раскрасок лежит. В общем, вот это можно раскрасить, вот это уже будет склеено. Но склеено только когда-нибудь, когда я закончу. То есть, возможно, я возьму там двусторонний скотч. Вот. Ну, а это уже можно раскрашивать. Не знаю, с какой я начну. Значит, эту можно, эту надо. Это будет склеено. Сейчас я выберу. Выбрала я себе вот такую вот иллюстрацию. Ну и давайте немножко тоже пораскрашиваю. Сейчас я возьму, что подложить. А подложу я упаковку. Вот эту вот Фрутфунера. Конечно, в ней хорошо, наверное, было бы эту металлическую коробку хранить, чтобы она не царапалась, но, честно говоря, я на это забила. Потому что и так долго, пока достанешь оттуда все. Давно я не раскрашивала ничего фломастерами, маркерами. Надо, кстати, посмотреть, что у меня заканчивается. Может быть, что-то докупить. Так, ну что, здесь, значит, с чего начнем? Даже не знаю, с чего начать. Ну, допустим, начну я с коричневого. Взяла я Шарпи. Надеюсь, он меня не подведет. То будет очень обидно. Вот из всех, пожалуй, все-таки вот к этим раскраскам меня как-то еще тянет.
Ну, здесь плюс еще новогодняя тематика. Ну вот космос я очень редко раскрашиваю, потому что мне банально жалко, что она закончится. Ну вот мир вокруг нас надо уже закончить, потому что там буквально, может быть, 2 иллюстрации осталось, поэтому есть смысл. И много чего еще у меня как бы, мне тематика тоже близка, нравится. Ну, я не знаю, почему-то мне сейчас... Ну вот я сажусь, думаю, вот у меня есть время пораскрашивать, да. И я как-то, не знаю, больше отдаю предпочтение на данный момент карандашам, но, может быть, оно и изменится. Но вот пока что я прям больше по карандашам. С другой стороны, вот лежат маркеры, лежат фломастеры. За все за это заплатили деньги. И по факту, если так посчитать, то деньги немалые. Потому что огромное количество наборов, всего полно. И в принципе, желательно из уважения как минимум к собственному труду было бы все-таки это использовать. Но с другой стороны, если душа сейчас не лежит, ну не знаю, даже что хуже, выброшенные деньги или попорченное настроение. Ну, я, знаете, как к этому отношусь? Я считаю, что в момент покупки, в момент затеста и так далее, да, я получала огромное удовольствие. И когда-то даже всем этим раскрашивала, и тоже с удовольствием. А значит, свою функцию канцелярский материал выполнил. Поэтому совесть меня не мучает, наверное. Вот. И, соответственно, ну, засохнут, значит, засохнут. А сейчас вот я кайфую от карандашей и акварели, значит, пользуюсь ей. Ну, впрочем, с карандашами, с акварелью, в принципе, и со временем ничего не случится. Это, в общем-то, вечный материал. Так что, как-то так. Ну, вот я предпочитаю к этому просто относиться. То есть у меня когда-то появилась такая мысль, но я ее быстренько убрала, потому что долю радости я уже, и большую долю я уже с фломастеров, с маркеров получила. Так что ничего страшного. Вот. Нет, ну вот смотрите, пока нормально раскрашиваю этим маркером, пока все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Я даже пару раз чуть не заказала на Валбересе себе еще некоторые там наборы маркеров. Ну, потом вовремя остановилась, думаю, нет. Потом, может быть, если вернусь к этому. Ну и вот тоже по поводу этой раскраски у меня прям были такие сомнения. Брать, не брать 2, а потом, думаю, возьму. Да и плюс скидки. Ну, если брать, то чтобы уже все по-человечески было. У меня, правда, была мысль немножко подождать, когда праздники уже пройдут. Ну вот, например, там поеду, если в Питер, я просто пока не знаю, у меня не сказать, чтобы настроение прям есть ехать. Но с собой, конечно, эту раскраску я не возьму, потому что я не потащу маркеры, они массу места занимают. Все равно возьму скорее
возьму карандаши. Акварель у меня там есть, впрочем, карандаши тоже какие-то есть. Но я, наверное, возьму вон Vista Artista. Вот я пока еще кайфую от покупки брутфунеров, которые пастельные. Прям, знаете, радость действительно огромная. Так, что у нас еще тут коричневое? С коричневым все. Ну и сейчас давайте уже так. Что-нибудь Что тут у нас? Тут у нас есть розовенький, нежненький. Вот, кстати, я не уверена, что он меня не подведет, поэтому я возьму вот там маркеры. Так, сейчас я тогда возьму желтенький. Какой сюда больше подойдет? Даже не знаю. Ну, пусть будет. Ну, кстати, насчет желтого здесь столько элементов, что можно любые брать. Вот если бы здесь маркер подвел, было бы плохо. А тут, мне кажется, можно как угодно. Но вот шарпики, хоть я о них очень сильно раньше мечтала, я больше, наверное, не куплю. Потому что я вижу и по видео других девочек, которые и вот и Кристина. Я смотрю, что ну просто в принципе качество. Я сначала думала, что может быть несколько там мест производства, и может быть к нам поступает не самое лучшее, но понятно, что у них просто качество упало, поэтому, наверное, больше их брать не буду. Потому что, во всяком случае, вот не знаю, как сейчас, но я помню, что одно время то, что продавалось в блистерах, обмену, возврату там, нет, обменять вроде было можно, а может быть и нельзя, но какие-то были проблемы. Вот, я не знаю, как сейчас с этим у нас. Поэтому не хотелось бы, знаете, купить и потом получить массу высохших. Ну, вот этот влог я, конечно, вот я сказала, что он выйдет 1 января. Ну, видимо, придется сдержать слово и выложить 1. Я просто вспомнила, что я хотела 1, наверное, января, если даже поеду, не поеду в Питер, но я хотела, наверное, к вечеру выложить что-то, знаете, такое. Ну, в общем, кое-что я запланировала раскрасить. Но, с другой стороны, вот это я выложу 1 числа, а, например, 2 или 3. Я, наверное, здесь-то я еще буду видео снимать, но 2 или 3 выложу то, что снимала позже. Может быть, так сделаю. Собственно, это не так важно, в каком порядке. Я вообще сейчас делаю, как мне удобно. Так. Ну ладно. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Еще раз желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбывались. С Новым годом вас наступившим. Вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, здоровья и до скорой встречи. Всем пока-пока.